Несколько дней назад мы возвратились из нашей 8-дневной экспедиции в Месопотамию. Экспедиция была осуществлена с владельцем телеграм-канала «Полигональные беседы» Юлией Степановой. 4 съемочных дня мы провели в Мардине и 4 съемочных дня в Шанлыурфе. За это время мы посетили, наверное, самые значимые места в этом регионе и отсняли сотни гигабайт видеоматериалов. Помимо самих безумно интересных Мардина, Шанлыурфа и Медьята, мы посетили Нусайбин, город на границе с Сирией, где расположена церковь Святого Якова. Посетили Харран, Карахан-Тепе, Сенем-Магара, Дару с ее знаменитыми подземельями и карьерами, где мы разрушили миф об обратной тяге в вентиляционных ходах. Посетили Шуайб, город, где жил и христианский, и мусульманский святой Шуайб. Облазили все пещеры Базды и нашли еще несколько новых. В главной пещере Базды туристической мы опустили камеру с фонарем подземелья, которое расположено чуть правее центрального хода, где сделали небольшое, но очень значимое открытие. А на самих стенах пещеры мы поближе рассмотрели и засняли следы инструментов, которые тоже принесли нам немало информации. Конечно же, мы не упустили возможности заехать и в Сагматар, хотя там нам практически сорвали все съемки местные дети и подростки, выпрашивающие деньги. А вот в замке Чимдин с этим было попроще, полегче, и мы успели там заснять довольно много интересных кадров. Ну и в последний день пребывания в Урфе мы почти вплотную подъехали на машине к трону Немруда. Отсняли много замечательного материала и в итоге попали под грозу с градом. Ну и также я не упустил возможности осмотреть все музеи в этих городах. Там я наконец узнал, как можно при помощи веревки и 2 палок одному построить стену из каменных блоков. А вишенкой на торте оказались 2 великолепных музея мозаик в Шанлыурфе и в Газиантепе. По многим мозаикам выйдут отдельные шортсы с подробным описанием сюжета. Экспедиция выдалась очень насыщенной, и я надеюсь порадовать своих зрителей и подписчиков новым интересным материалом. А начнем мы, как это ни странно, с истории церкви. Регион Месопотамия невероятно богат на храмы и монастыри Сирийской православной церкви. Многие из них были разрушены в 20-е годы, но сегодня их активно реставрируют и восстанавливают. Значительная часть из них сооружена на фундаменте античных зданий, которые в свою очередь были разрушены ранними христианами. Такова историческая ирония. Каждый монастырь носит имя какого-либо сирийского святого, хотя у некоторых этих персонажей со святостью дела, в общем-то, обстоят довольно плохо. Сегодня мы поговорим, наверное, о первом православном религиозном экстремисте, монахе-столпнике, аскете, монофизите Барсауме. В V веке христианство разделилось на 3 непримиримых ветви – монофизитство, несторианство и, собственно, православие. Архимандрит Барсаума был истовым приверженцем монофизитства. И как-то на Вселенском соборе, проходившем в Эфесе, в пылу дискуссий, вместе со своими монахами крепко избил патриарха Константинопольского Флавия, отчего тот через 3 дня и умер, и был впоследствии причислен к лику святых как мученик за веру. А Барсаума после избиения взял чистый лист бумаги и заставил на нем поставить подписи всех остальных 122 епископов, участвующих в собрании, а потом вписал туда нужное решение собора. Из-за этой его выходки собор получил прозвище «разбойничьего». Тогда монофизитство удалось отстоять, но ненадолго. Уже на следующем, 4-м Халкидонском соборе, победу одержали несториане-дуофизиты. Барсауму предали анафеме, но Барсаума не смирился, он ушел в горы, где организовал новый монастырь, как говорят, неподалеку от Нимруддага, и, в общем, там дожил до конца своих дней. После чего тоже был причислен к лику святых, как борец за веру. Остатки этого монастыря и по сей день находятся на вершине горы, но добраться туда практически невозможно. И вообще, эта тема с монастырем, она чистое предположение, доказательств нет. Мы с Юлией обсуждали возможность посещения этого монастыря, но найдя его на Google картах,
и рассмотрев место, мы поняли, что забраться туда не будет никакой возможности. Однако в процессе поисков мы наткнулись еще на один факт биографии Барсаума. В молодые годы он держал аскезу и столпничал в одной из пещер на территории Месопотамии. Нашли в каталоге ее координаты и, будучи в Медияте, решили туда съездить. То, что мы там увидели, превзошло все наши ожидания. Пещера действительно, без сомнений, служила для отшельничества. И сейчас вы своими глазами убедитесь в этом. Когда мы наконец подъехали к монастырю, мы обнаружили, что он огорожен забором сетчатым, и пробраться к нему — это был настоящий челлендж. В общем, кое-как взгромоздясь, пролезли между сеткой и зашли сюда. Поначалу мы даже не смогли обнаружить вход. То есть вот эта цистерна, видно, что наверху есть помещение. Здесь вот есть какие-то ниши, в которых, видимо, были какие-то иконы или изображения, но это впоследствии все было сбито, как видите. Причем сбито недавно, видимо, новым хозяином земли, который сириец, кстати, тоже. Но несколько иной веры, скорее всего. Ну и вот видите, тут окошки. Есть даже ложбинка для туалета, сток оттуда. То есть там со всеми удобствами, в общем-то, жили. Большая часть вот заложена кирпичами, вернее камнями на растворе, но непонятно, это было сделано потом, недавно или в те же самые времена. Вот, не определить. То есть цемент, он непонятен. Срок невозможно его определить. Хороший цемент, но вот я поначалу даже не обнаружил входа. И стоял, размышлял, как бы мне туда забраться. Вот в это отверстие. Каким образом. А Юля потом подошла, прошла дальше и обнаружила вход. Потому что он узкий довольно и такой не широкий. Ну, вход прям вот в отшельничную пещеру, как он и должен быть. Вот такой. Сбоку здесь, видимо, была кухня, судя по закопченному потолку, потому что, ну, раз человек держал аскезу, то тревожить его запахами вкусной еды, видимо, было неудобно. А так как это все-таки еще и церковь, то готовить внутри церкви тоже нехорошо. Но все-таки не все же время там подвижники усмиряли свою плоть, потому что скоро вы поймете, почему я так думаю. То есть какую-то часть он там отшельничал, а какую-то часть он там вел, видимо, прием или обучение новых монахов. В общем, внутри вот здесь по всей длине скрыто несколько помещений больших, причем в два этажа. И сейчас мы зайдем и все это увидим своими глазами. Как и положено во всех скальных монастырях, вход очень низкий, то есть ты должен сразу зайти с поклоном во внутреннее помещение, и сразу же ты упираешься в такое алтарное место, довольно просторное, и здесь, судя по всему, проходили какие-то службы в присутствии именно патриарха. Вот справа, видите, такое нечто вроде сидения сделано, такого трона каменного, почетного места возле ниши, в которой, видимо, стоял алтарь. Вот. А с этой стороны это места, видимо, для икон или даров. В общем, кто разбирается в церковных, так сказать, в церковной архитектуре, то те, наверное, знают. Я в этом деле совершеннейший профан, поэтому прошу меня извинить, если я скажу что-то не так. Но вот это явно место для сидения, где этот патриарх, видимо, ввел прием, отпускал грехи, ему там целовали руку, крест, в общем, все как положено. Вот этот вход я также попробовал посмотреть. Площадь была заложена в старые времена или в новые, но так и до сих пор не пойму. На потолке опять же присутствуют где-то очень чистые места, и непонятно, то ли это осыпалось все, хотя оно вот разукрашено, правда, просто зла на этих дебилов не хватает.
Так вот, вот эти ниши, на них есть копоть. И, судя по всему, эта копоть как раз была от свечей, потому что вот здесь вот ямки под свечи есть маленькие. И здесь вот, скорее всего, закоптилось это действительно от лампад или свечей, в общем, от религиозной огненной атрибутики. Окошко тоже пробито, видите, сделано и большое, и малое. То есть, скорее всего, все-таки это было закрыто во время освоения этой пещеры. На потолке опять же присутствуют вот эти странные смоленистые подтеки, которые мы наблюдаем во многих пещерах и скальных гробницах. И про эту загадочную субстанцию мне, видимо, придется делать отдельный фильм. Вправо из этого приемного зала или зала службы уходит такой узкий проход, который заканчивается, поначалу я даже не понял, думал, что это тупик. Пришлось включить фонарик, чтобы разглядеть, не лежит ли там что на земле еще. И потом увидел, что да, действительно тупик, и он заканчивается подъемом в такое узкое довольно отверстие, в которое я пролез прямо так с трудом, протиснулся. Вот, оно здесь отполировано, то есть явно не туристами, а было отполировано оно еще очень и очень давно. В общем, протиснувшись туда, там открылась вообще поразительная картина. То есть здесь более просторно, более светло. И я бы даже сказал, как-то, уютно, что ли. Вот это отверстие. Здесь действительно, на удивление, много света. Опять-таки присутствуют какие-то ниши, но для чего они, я не берусь судить. Какие-то священные, видимо, стояли реликвии христианские. Может, это были какие-то статуи Девы Марии или распятия Иисуса Христа, или иконы. Не берусь судить. Вот здесь вот так все как более-менее просторненько, сделано довольно аккуратно. Все это оштукатурено, причем белой штукатуркой. Но, скорее всего, это может быть даже просто побелка. Вот здесь в центральном месте стоит алтарь в нише. Какие-то проемы. В общем, много сделано для правильного освещения, скорее всего, каких-то икон или распятий. Вот. Причем в нишах, во всех нишах внутри есть алтари. Вот здесь расположена цистерна и, видимо, такое нечто вроде рукомойника. Имеется также своя собственная скальная гробница здесь, прямо внутри пещеры, на 2 клине, но она закрывалась плитой, видно это сразу. Спуск есть как в подвал, и причем это не в нижнее помещение, а в сторону туда. Здесь такой вот зал как лекционный, знаете, с неплохим освещением, с местами под иконы, иконостас какой-то, и рядом вот келья. Но вот это вот скамья, явно тут сидели или ученики, или посетители, не знаю, это все только предположение. Просто вот эти вот надписи меня все время выводят из себя. Сколько нужно было потратить времени и сил, чтобы их нарисовать. Заходим в келью. Келья действительно для аскета. Маленькая комнатушка с небольшим, видно, нишей для иконки и лампады, и больше ничего. Вот. Здесь, как я сказал, уже цистерна. И вот здесь вот, видимо, нечто вроде... То ли когда затаскивали воду, сливали ее сюда, как отстойник, потому что есть слив и в цистерну, и наружу. Не знаю, для чего это. Скорее, это в разные века были разные назначения этого места. Вот. Полы выровнены довольно хорошо. Опять же, вот такая молитвенная зала, наверное, с алтарями. Я их уже показывал. Какие-то ниши непонятные. Вот здесь туалет. И дальше идем.
Вот здесь, может быть, была библиотека какая-то. Но вот видите, так не очень там много ниш. Но книги, скорее всего, были весьма ценные. Вот Юля стоит, ждет очереди снять свой видеоряд, свой сюжет. Я быстренько пробегусь еще, кое-что досниму, с ней побеседуем. Вот извините, просто не могу удержаться. Рамазан, ты дебил. Надеюсь, ты или кто-нибудь из твоих друзей это посмотрит и узнает мое мнение о тебе. Мы с Юлией Степановой долго рассуждали, что это такое, что за возвышение в центре ниши, алтарь это или нет. Но потом мы узнаем, что все-таки это алтарь, действительно алтарь, и это по канонам Сирийской православной церкви, именно вот в нишах стоит алтарь. Что, в общем-то, все равно нас отсылает к античным временам, да? Справа здесь были выбиты две каких-то фигуры, которые потом, впоследствии были снесены. То ли самими христианами, если эта пещера использовалась до них в античную цивилизацию, то ли уже потом мусульманами, которые тоже уничтожали уже христианские изображения. Вообще любые изображения людей и животных. Ну, вот так вот выглядит это все. Вполне себе комфортабельно, вполне себе, я бы сказал, не аскетично. Но, конечно, жить здесь годами с ума сойдешь. Но туалет есть, что еще надо аскету? Еду приносят, снизу готовят ученики, монахи какие-то. В общем, выдающееся место. Света хватает, если учесть, что все было побелено, белой оштукатуренной побелено, то как жилье, особенно летом, в жару, просто великолепно. Зимой, конечно, требовалось как-то греться. Но они знали как, я думаю. Но тут Юлия мне напомнила, что пора и честь знать, и мне пришлось снова спуститься вниз, осмотреть еще раз нижний зал, приемную, так сказать, и выйти наружу из этого удивительного места. Я впервые был в таком вот отшельничном месте, и оно произвело на меня очень серьезное впечатление. Однако доля сомнений небольшая все-таки оставалась. То самое ли это место? И мы решили съездить на вершину горы, где стоит монастырь святого Ахо. Монастырь был основан в VI веке, и уж наверняка смотритель знает про пещеру Барсаумы. Почему мы сомневались? Дело в том, что было два святых Барсаумы. Они жили в одно время, но исповедовали опять эти две разные ветви. Один был монофизит, другой миофизит или дуофизит. Но настоятеля не было, были какие-то церковные активисты, которые таких подробностей они, видимо, не знали. Они сказали, да, это Барсаума там аскетничал. Однако вечером, уже искурив весь интернет, я узнал, что второй Барсаума никогда не аскетничал, ни в каких пещерах не сидел. Он был такой вот, как сказать, функционер. То есть все время на должностях церковных, и вот никогда он себя не истязал. Так что все совпало, и это была именно та самая пещера. Монастырь Мурахо был построен в VI веке. Потом его разрушили арабы. Какое-то время он стоял в руинах. Потом его снова пытались восстановить, но в 20-х годах, когда победила турецкая революция, он снова пришел в запустение, так как многим прихожанам пришлось уехать в Сирию из-за гонений. Однако в 2005 году государством была принята программа по восстановлению заброшенных монастырей Сирийской православной церкви, и в 2013 году этот монастырь был полностью восстановлен, и в нем снова начались службы. 1500 yıllık eski. 1500. 6. asırdan kalma. 16. Tabii manastır boş kaldı. Tavan yıkılmıştı, çok bozulmuştu. Harabe olmuştu. 2013'te tekrardan 2015'e kadar yeniden yapıldı. Restorasyon. Restorasyon yapıldı.
İçinde kaya manastır. Evet orada Büyük altar var. var. Kırı burada büyük nişe var. Burada masa şekilde. Bu tron. Tron. Patriarktan oturdu. Doğrudur. كيفاش يشربوا شيء ثاني؟ له علاقة له. انا سكت لهم ما مشي. И вот при осмотре мы заметили, что в монастыре VI века как раз такие же ниши и есть, как и в пещере, и в них внутри стоит алтарь. То есть вот эта комната с 3 нишами по 3 сторонам является архитектурным каноном первых еще христианских церквей. Таким образом, вся наша информация подтвердилась, все наши предположения сошлись со словами вот этих прихожан. И это действительно скальный монастырь, в котором святой Барсаума в молодости начинал свою бурную, так сказать, религиозную деятельность. Было интересно узнать, что первые святые были отнюдь не святые в том понимании этого слова, как понимаем мы сейчас. И я в очередной раз убедился, что иногда странное спонтанное желание куда-то заехать просто потому, что по пути и рядом, и осмотреть какое-то на первый взгляд не очень-то интересное место, приводит к потрясающим результатам. Древнее место начинает раскрывать свои многовековые тайны, которые безумно интересны. И эти тайны по-своему заставляют нас изменить наше представление о тех временах. И я надеюсь, что мое небольшое исследование было интересно и вам, моим зрителям и подписчикам. Поэтому с вас лайк и подписка, как всегда, если вы, конечно, хотите и дальше видеть то, что вам не покажут другие. И пока-пока!